Здравствуйте, дорогие любители творчества! В эфире онлайн-школа кукольного мастерства Панпина. Я ее ведущая Ирина, и сегодня с нами уникальный мастер – это Каковихина Тамара. Тамара, добрый вечер! Добрый вечер, Ирина! Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Сегодня мы начинаем эти занятия по разрисовке лица куклы. Да? Да. Сегодня мы будем делать вот такую головку. Сегодня начинаем с создания трафарета. И сегодня будем шить головку. С чего мы начинаем? Мы начинаем с того, что мы находим долевую ниточку на ткани. Это очень легко находится. Вот ткань. Вот мы так берем ее и вот тянем, вот так растягиваем. Вот. Потом вот так вот берем, тоже растягиваем. Если вот здесь вот хорошо тянется, это поперечная ниточка, а вот здесь вот тянется очень так вот плохо. Сложновато, потуже. То есть значит, вот это вот долевая нить. В какую сторону не тянется, та и долевая. Да. Все, ясно. Вот. Значит, вот так вот ее раскладываем и перекладываем. Вот у меня на трафаретах нарисована стрелочка. Вот она показывает, как должна лежать вот эта вот долевая ниточка. Как раз по этому направлению. По этому направлению. Сначала мы будем обводить карандашиком лицевую часть. В один слой, ничего не складываем, В один слой, да. Просто обводим карандашом, не жирным карандашиком, для того, чтобы потом, когда при дальнейшей работе не оставались следы. Так, в общем, берем и оставляем немножечко места для подгибки. То есть зазоры, да? Да, не к самому краю вот так придвигаем, а немножечко оставляем. Вот, мы когда обвели трафарет, вот на трафарете у меня отмечены вот такие засечечки. Вот их нужно вот так вот тоже отметить. Нарисовать, да, на ткани. Так, дальше обводим затылочную часть, верхнюю. Вот так вот прикладываем, чтобы стрелочка была строго вертикально шла. И обводим опять же. Когда мы обвели затылочную верхнюю часть, мы вот убираем и ставим крестик. Вот в этом месте, так же как на трафарете. Затем затылочную часть переворачиваем зеркально и обводим. Они должны быть две. Симметричные, да? Симметричные, две верхние. Они потом будут складываться. Они будут складываться, да, получится вот такая вот. И ставим опять же так же, как вот здесь вот крестик, на этом же самом месте. Делаем нижнюю часть затылка. И опять же ставим крестик. И зеркально переворачиваем и обводим еще одну. Ставим плюсик. Все. Трафареты мы обвели. Сейчас будем вырезать. Вырезаем с запасом, то есть оставляем запаса 0,5 сантиметра и вырезаем свои наши детальки. Личико у меня готово. Обратите внимание, личико, вот оно имеет такую форму, как бы к низу немножко шире, а кверху такое вот как яичко, да? И вот это вот надо запомнить, не перепутать при сшивании, что вот это верх. Можно также вот поставить крестик. Плюсиком, да? Так, вот, нашли. Можно очень проверить, красиво. вот что это верх. Вот, теперь понятно стало, зачем я ставила крестики. То есть эти крестики должны быть все вот сходиться вот в центр. Сшивать начнем с нижней части. То есть вот эту нижнюю часть мы так вот берем, лицевой стороной складываем вовнутрь и смотрим, чтобы все было ровненько. И закалываем булавочками. Так, сейчас будем сшивать. Будем сшивать на троечке, наверное. И при сшивании делаем засечки, чтобы не распускалось впоследствии. Так, прошла одну часть. Булавочки убираем. Ниточки отрезаем. Сейчас сшиваем верхнюю часть. Также складываем лицевой стороной вовнутрь. Скалываем булавочками.
Здесь у нас один такой нюанс. Оставляем сантиметра 4, чтобы потом через это отверстие набивать головку. То есть получается у нас сшивать нужно вот только вот такие небольшие вот расстояния. Так. Сшили. Вот у нас вот получилось вот такое отверстие. Так. Сейчас мы вот эту детальку сшиваем с нижней. Да. Да, то есть 4 Чтобы крестика опять-таки крестик, внутри. крестик, да. Складываем теперь сюда. Складываю вот это у нас вот лицом Мгм. вот вовнутрь. Так. Вот так вот соединяем, чтобы шовчик был строго к шовчику. Угу. Вот, и сейчас мы скалываем булавочками. Так, вот соединились, смотрим, чтобы все было ровно. И прошиваем. Опять же делаем засечки, чтобы не распускалось потом. Так. Обрезаем ниточки. Вот получилась вот у нас такая вот задняя часть уголовки. Сейчас мы будем соединять эту часть с лицевой частью. Так, напомним, где у нас верх и Так, низ вверх лица. у лица, вот где крестик у нас стоит. Так. У затылочной части вверх, там, где вот отверстие у нас. Угу. Опять же, вот все складываем лицом вовнутрь, соединяем. Соединяем вот эти вот крестики, засечки, вот они у нас должны совпасть со швом задней части Так. головки. И скалываем булавочками. А вот еще момент такой, вот здесь вот прошит вот этот шовчик, он на одну сторону, вот так вот пришит. То есть вы смотрите, чтобы и здесь тоже на эту же сторону он ложился. Угу. Я обычно приметываю, Приметываете, все-таки, да? чтобы было аккуратнее, я приметываю. Мгм. Сейчас попробую пошить. Так, значит, я начинаю с верха, с макушки. Все иголки убираем. Получилась вот такая вот у нас головка. Очень ровный круг. Вот я вот смотрю, нет, вот здесь вот у меня не очень получилось. Ну, Потому что совсем шила с другой чуть-чуть. стороны. Я обычно всегда, когда прошиваю, я вот эту вот нижнюю часть головки вот по второму кругу прохожу, чтобы это место обычно всегда видно. Угу. И поэтому нужно, чтобы был более такой Качественный. качественный шовчик. Можно даже уменьшить на двоечку стежочек и прошиваю. Начинаю обычно вот с шовчика, с этого вот, с горизонтального. Угу. Все прошу. То есть, условно, если говорить о втором вот этом шве, да, можно сказать, что где-то от уха до уха, да, это идет? Да, примерно, да, от уха до уха получается. Так, в общем, сшили. Сейчас можно здесь вот немножечко подрезать лишнее. Сейчас мы нашу головку будем выворачивать. На палочкой помогать. У Тамары есть две заготовочки сегодня, потому что мы вместе делаем двух куколок, да? Одну Да. уже вышили. Все. Сейчас будем набивать нашу куколку, Мгм. головку. Ну все, начинаем набивать. Так, просто берем Просто и набиваем. берем, Набиваем, я так понимаю, плотно. Очень плотно набиваем, очень плотно, Мгм. иначе будут неровности. Стараться, чтобы вот линию подбородка-то нашу очень важную не было видно. То есть сейчас у меня ее видно.
Видно? Чтобы она не Да, лезла вот так видно. слишком, не Вот, вис- то есть не я свисала. показываю вам лицо и подбородок видно, а надо, ну вот как-то так, да, чтобы прямо смотрела и Ну, подбородок был чуть-чуть да, туда. еще можно выйти из этой ситуации тем, что вот мы когда будем головку на туловище насаживать, то вот мы ее немножко не так вот будем садить, Мгм. а вот немножко вот так вот повертикальнее. То есть набиваем так туго, что Что пока вот не лезет обратно. может это Теперь, наверное, уже будем зашивать. Берем нитку с иголочкой. И вот так вот немножко наш шовчик вот стягиваем. Вот, чтобы хорошо, удобно было шить. Вот так вот стягиваем. И начинаем шить как потайным швом. То есть иголкой назад. Вперед-назад. Все. Мне нравится. Да, у вас правда кругленькая. А у меня щечки. Еще можно вот Щечки. как формировать, вот так вот подавливать вот лицевую часть, чтобы она более так выровнялась, чтобы не было таких каких-то волн. Все. Мгм. Сейчас мы будем грунтовать. Для этого нам понадобится глубокая тарелочка, кисточка плоская Мгм. и водичка и Кофе и клей. Мгм. Будем наводить раствор. Выдавили клей. Так. Ну, я думаю, еще побольше надо. Теперь туда немножко капельки воды. Вот так вот я прямо с кисточки Мгм. накапала. Можно еще капельку Так. накапать. Если вы слишком жидко сделаете, у вас будут потеки. Вот разводы, о чем мы Разводы, говорили, да? такие некрасивые, от которых потом не избавиться. Лучше поменьше воды, пусть будет воды мало, но вот без разводов. Теперь нужно добавить немножечко кофе. Кофе совсем чуть-чуть надо. Кофе брать лучше такой в порошке. Порошкообразный. У меня здесь гранулами. Ну, я попробую. Да, я тоже удивилась. Я попробую вот так вот, Почему как вот с гранулами? солью. Ну, просто вот не было Мгм. в порошке. Вот так вот немножко покрошила. Вот, смотрите, совсем чуть-чуть. И все это размешиваем. И размешиваем так, чтобы не было никаких крупиночек. После высыхания немножечко темнеет. Ну вот, я думаю, все. Можно грунтовать. Берем головку Так. и начинаем вот ее грунтовать с макушечки. Вот так вот берем и вот так вот растираем, вот так вот, как красим забор. Как здорово получается. Вот так хорошо растираем, вот так вот проводим Мгм. То есть несколько раз по одному месту. по я одному вижу, месту, да? чтобы хорошо растиралось, Так. чтобы не было таких густых мест, чтобы все равномерно. Я все Тогда я беру. делала. Да? Это лучше положить вот на, просто можно также на тарелочку, на плоскую. Кладем вот так вот затылочком, вот лучше вот так.
потому что затылочек был закрыт К волосиками. следующему занятию, Тамар, пока Да. расскажите, что нам нужно Так. и какие именно Кисть. кисточки. Это очень важно, я думаю. Кисточку плоскую, Так. синтетику и пожестче, вот, не мягкую. Вот. А для росписи личика нужно маленькие кисточки, тоненькие, с таким тоненьким кончиком. Не обязательно беличные, натуральные кисточки, тоненькие, с острым кончиком. Так, и еще раз, к следующему занятию нам нужны кисти, акриловые краски. Акриловые краски, пастель, Мгм. линейка, карандаш. Вот, для облегчения вашей работы Так, трафарет глаза. То есть замечательно. мы будем, вот вы вырежете к занятиям глазик, вот глаз и зрачок. Тамара, спасибо большое за сегодняшний мастер-класс. Получила большое удовольствие. Спасибо, Ирина. Спасибо вам, что вы присутствовали. Да. Всего доброго. До свидания.